Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю изумительно вкусный торт, очень легкий во вкусе, влажный шоколадный торт груша-малина. Торт получается недорогим посредством, готовится очень просто, и его можно, в принципе, если пропустить вот этот верхний сливочный слой, приготовить даже без миксера. Я беру 5 груш весом примерно 600 грамм. Груши должны быть такие твердые, вы видите, я их нарезаю, то есть мягкие брать не нужно. Груши здесь у меня сорт конференция, вы же можете брать на ваше усмотрение, то есть чтобы груши были сочными. И нарезать их нужно в высоту, чтобы они были, не более, максимум уже 2 сантиметра. Лучше 1,5, чтобы они были. Итак, отставляем пока в сторону. Для шоколадного теста мне понадобится 110 грамм муки, 20 грамм какао-порошка, 5 грамм разрыхлителя. Все это я просто перемешиваю и отставляю пока в сторону. Также я беру 2 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара, (80 грамм сахара я туда добавляю. Все это я перемешиваю. Здесь это тесто можно замешивать, как вы видите, даже безо всякого миксера, просто венчиком. Наливаю туда сейчас 50 грамм растительного масла без запаха и 50 миллилитров молока комнатной обязательной температуры. Все это перемешиваю и просеиваю сейчас туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Все это просто перемешиваю. Долго ничего вымешивать не нужно, просто пока объединилась масса и тесто уже готово. Быстро выкладываю в форму все груши на дно формы. Здесь вы можете брать круглую форму 26 сантиметров в диаметре или же вот такую прямоугольную, как у меня, 28 на 18 сантиметров. Форма для выпечки. Выпекаться будет корж примерно 30 минут. Во время выпечки первые хотя бы 20 минут мы духовку не открываем и даем тесту подняться. То есть здесь очень важно, чтобы груши не были очень высокими здесь в разрезе, потому что все тесто, все это количество теста должно покрыть груши. Если вы просто захотите шоколадный вот этот корж с грушами испечь, можно испечь отдельно, он необыкновенно вкусный получается. Просто посыпать его сахарной пудрой и подавать уже к столу. Итак, на полчаса примерно я убираю на 175 градусов выпекаться. Корж испекся. Проверяю его деревянной палочкой. И сейчас достаю его сразу из формы. Корж остывает очень быстро, он в принципе тут невысокий по размеру, и проблем с этим не будет. То есть этот тортик можно приготовить очень быстро. Для пудингового слоя я беру 800 мл молока и довожу его сейчас до кипения, это молоко. 110 грамм кукурузного крахмала, 8 грамм ванильного сахара и 50 грамм сахара. Все это перемешиваю. Самый простой способ, чтобы наиболее быстро растворился крахмал в массе, всегда нужно его сначала смешать с сахаром, а потом уже добавлять жидкую основу. Так он быстрее всего растворится. И добавляю сейчас туда 200 мл холодного молока. То есть в общей сложности нам понадобится 1 литр молока для пудинга, для шоколадного. Все это сейчас перемешиваю и иду на плиту уваривать всю эту смесь. Практически закипевшее молоко аккуратно тонкой струйкой я ввожу всю крахмальную смесь, непрерывно помешивая в центре кастрюли при этом.
Сейчас в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании на умеренном огне я довожу всю эту смесь до кипения, то есть до того момента, как пойдут первые пузыри в смеси. С того момента, как пойдут первые пузыри в массе, я отсчитываю примерно 30 секунд, провариваю еще 30 секунд и снимаю всю эту смесь с огня. Масса загустеет, так и должно быть. Готовится пудинг здесь очень просто. Сюда же я добавляю сейчас 100 грамм шоколада. У меня это молочный шоколад, 40% какао. Вы можете взять часть молочного, часть темного шоколада. Это все на ваше усмотрение. Если у вас будет темный шоколад, вам сахара нужно будет добавить больше. Какао вместо шоколада здесь брать нельзя, иначе пудинг у вас не застынет в этих пропорциях. Итак, все перемешала, и горячую смесь пудинговую я выливаю на корж. Ничего здесь я не жду. Тортик во вкусе получается очень легким, благодаря тому, что здесь нет лишнего крема с маслом, таких вот тяжелых кремов. И он на вкус получается освежающим, таким очень-очень нежным. Сейчас я сразу же, опять же, ничего не жду. Добавляю в эту шоколадную пудинговую массу либо свежую, либо замороженную, как в моем случае, малину. Здесь на ваше усмотрение минимум 250 грамм малины. 250-300 грамм малины, вот на такую форму. Я ее беру очень сильно замороженную, она сразу же растает в горячем пудинге, никуда ничего не потечет, если у вас малина хорошего качества. И сейчас, накрыв пищевой пленкой в контакт, я убираю эту смесь полностью остыть в холодильнике, хотя бы часа на 2. Для сливочного слоя я здесь беру 200 мл холодных сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 8 грамм ванильного сахара. Также 8 грамм я беру здесь загустители для сливок и 20 грамм сахарной пудры. Все это взбиваю до устойчивых пиков. Если вы не хотите делать этот слой со сливками, вы можете его пропустить. Итак, пудинговый слой у меня полностью стабилизировался. Еще раз хочу здесь ответить уже заблаговременно на вопрос, часто задаваемый в комментариях. Шоколад заменить какао здесь нельзя, иначе в этих пропорциях пудинг шоколадный у вас просто не застынет, и будет жидкая масса. Удаляю форму сейчас и начинаю уже наносить сливочный слой на корж. Здесь очень тонким слоем наношу, потому что я захочу здесь украсить такими завитками, иначе крема мне просто не хватит на весь этот корж. Просто здесь как бы я выравниваю вот эти вот углубления, которые образовались после добавления малины, не более того. То есть, в принципе, этот тортик можно приготовить, если вы не будете использовать здесь сливки, даже без миксера. И изделие получается необыкновенно вкусным и легким на вкус. Итак, делаю из насадки кондитерской 1М вот такие незамысловатые завитки. Крема здесь как раз должно хватить полностью на всю поверхность. Если у вас нет возможности взбивать миксером, вы можете купить уже готовые взбитые сливки и украсить. Если у вас сливки очень жирные, выше 35%, то вы можете не использовать здесь загуститель для сливок. Они у вас будут держаться и так. У меня здесь 30% жирности, поэтому я использую загуститель. Сейчас посыпаю какао-порошком для выпечки. Какао не тает на сливочном креме. Это все на ваше усмотрение. Этот шаг также можно пропустить. И в принципе тортик уже готов. Здесь сливки стабилизированы хорошо, и я даже не ставлю его уже в холодильник. И у меня получается изумительно вкусный и красивый десерт. Его также можно подавать, конечно же, как и порционные пирожные. Нарезается он очень легко, я просто хочу, чтобы не нарушить вот эти слои, здесь вам показать. Необыкновенно сочный и легкий получается десерт.
Очень советую всем приготовить. И без желатина готовится, кому это важно. Пудинговый слой, если вы его приготовили в правильных пропорциях, указанных в рецепте, не растекается при комнатной температуре, то есть он очень хорошо держит форму. Тортик получается абсолютно неприторным, с очень красивым разрезом. Каждый кусочек имеет свой неповторимый рисунок. Необыкновенно сочный и мягкий, видно это, как он надламывается вилкой. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.